Всем привет, это канал Готовить Просто и я, Ольга Матвей. Сегодня готовим знаменитый шоколадный торт Прага или Пражский. Именно этот рецепт, это ремейк на один мой рецепт, я когда-то его снимала где-то там на старой квартире, но в общем я решила его переснять, чтобы, так сказать, был красивый рецепт. Вообще на моем канале 3 варианта Праги, они все вкусные. И вы можете сделать каждый вариант и попробовать и выбрать для себя, что он понравится вам. Под видео есть ссылки на все мои варианты тортов. И еще в конце видео будут живые окошки, вы можете кликнуть, перейти и посмотреть. Хочу немножко сказать об истории создания торта Праги. На самом деле никто не знает, откуда пошел этот рецепт. Всеми известный такой факт, общеизвестный, что в Москве был ресторан, который назывался «Прага», и там работал знаменитейший человек Владимир Гуральник, который создал, собственно, этот торт, и очень много разных тортов, пирожных, которые, которые мы знаем, типа «Птичье молоко» и так дальше, которые уже вошли во все кулинарные книжки всех женщин страны. Значит, он как бы один из первых приготовил этот торт, и по его рецепту, собственно, все делали, и все вариации торта Прага делали уже исходя из его варианта. Но самый первый вариант неизвестно откуда пошел, то ли с Чехии, то ли с Польши, потому что очень много есть пересечения в разных тортах. И так как торт Прага, есть такие как бы сведения, что туда приезжали разные повара, я имею в виду кондитеры из других стран, типа Чехия, Польши, привезли этот рецепт, но наши его удешевили, и Владимир сделал такой, знаете, ремейк и свой вариант Праги, потому что первый вариант, говорят, был очень тяжелым и сложным, там было более 4 видов крема, обязательно коржи пропитывались ромом и так далее и тому подобное. Ну, как бы во всей как бы стране закрепилось несколько вариантов. Один рецепт по ГОСТу, один, который сегодня мы делаем, и еще один вариант. Это лично мой вариант Праги, который очень вкусный, и я вам советую попробовать все 3. Значит, сегодняшний рецепт, это рецепт бабушки. В основном этот рецепт полюбился всем домохозяйкам. Это очень такой, знаете, сочный вариант Праги, потому что вариант по ГОСТу, он делается без пропитки, он более суховатый, немного по-другому делается. Вот этот вариант более распространенный. Я думаю, что во многих книжках и тетрадках наших бабушек и мам есть этот рецепт. Я покажу, как его готовить. Итак, 3 яйца комнатной температуры взбиваем до пены. Когда яйца хорошо так размешались, переболтались, отправляем сюда половину нормы сахара. Нам нужен стакан сахара, в рецепте указаны граммы тоже. Отправляем на глаз, так просто где-то приблизительно половинку. Я даже меньше отправляю, потому что сахар лучше делить на 2-3 приема. Яйца, перемешанные с сахаром, отправляем в стакан сметаны. Значит, сметану я использую от 20% и выше. Меньше не беру, она реже и кислее. Теперь по поводу сгущенки. Здесь у меня целая обычная стандартная банка сгущенки, в которой, по-моему, 300 грамм, да, насколько я помню. Значит, половина нормы, то есть 150 грамм, на глаз это половина стакана, отправляем тоже сюда к сметане. Перемешиваем все на медленной скорости в течение минуты. Значит, во всю эту смесь убираем венчик. Значит, можно делать это все обычным ручным миксером. Я думаю, что все это понимают. Просто в большом таком комбайне удобней. Значит, обязательно муку просеиваем. Лучше ее просеять до того, как отправляем в тесто несколько раз, чтобы в тесто где-то 2-3 раз была просеяна мука. И какао тоже отправляем прямо сюда в муку. Сейчас я возьму ложечку и аккуратненько просеиваем. Теперь на самой медленной скорости перемешиваем, чтобы какао не разлетелось по кухне. И, значит, теперь нужно такой момент угадать, пока не вся мука еще вмешалась в тесто. Вот сейчас оно начнет перемешиваться, вот посмотрите. И я возьму соду. Вот видите, вот так вот оно приблизительно начинает перемешиваться с тестом. Я выключаю и беру чайную ложку соды.
Можно ли заменить на разрыхлитель? Я думаю, что, конечно, можно, это не критично, но в рецепте у бабушки была написана чайная ложка соды. Берем несколько чайных ложек уксуса или 1 столовую. Уксус у меня всегда 9%. Гасим хорошо соду и отправляем в тесто. Все хорошенько взбили, перемешали. Посмотрите, однородное тесто. Убираем в венчик и подготавливаем форму. Я беру обычную разъемную форму. Диаметр формочки у меня 23 сантиметра. Можно печь в мультиварке, как кому нравится. Так, я закрываю и обрезаю. Если пергамента у вас нет, тогда дно нужно присыпать мукой или смазать маслом. Но бока я не смазываю. В мультиварке смазываете, как написано в инструкции. Теперь беру тесто. Уже к этому времени у вас должна разогрета быть духовка до 180 градусов. Отправляем сюда тесто все и сразу отправляем в духовку. Печется, собственно, он как приблизительно бисквит 25, 30, 35 минут. Все зависит от духовки. Но обычно больше 40 никогда он у меня не стоял в духовке. Хорошо, в разогретую духовку отправляем тесто или печем в мультиварке. Подготовим пропитку. Значит, я использую коньяк. Мне понадобится стакан коньяка или кружка коньяка. Собственно, здесь не играет роль пропорции. Самое главное, чтобы кружка коньяка и кружка сахара были одинаковые, а там больше они или меньше, неважно. Сюда же отправляем стакан сахара и ставим это все на огонь выше среднего. Значит, смотрите, когда оно будет выкипать, спирт испарится. Так, где моя ложка? Значит, оставляем здесь деревянную ложку. Можно делать венчик, как кому удобно. Значит, сейчас, когда сахар растворится, ставим меньше, чем средний огонь. Оно не должно слишком кипеть, просто должно слегка булькать. Спирт будет выкипать, и вся масса начнет значительно густеть. Значит, смотрите, это немного коньяка. Иногда мне писали на этот рецепт, что столько коньяка, да нормально это коньяка, спирт испарится, спирта вообще не будет, будет просто вкус коньяка, поэтому не выдумывайте, коньяка вообще тут идеальная пропорция. Можно ли давать детям? Ну, смотрите сами, у каждого дети разные, не берите дешевый коньяк, чтобы это не была реально химия, возьмите коньяк подороже, может быть у кого-то есть домашний коньяк, кто там что использует в выпечке. Значит, если коньяка не нашлось, в принципе можно использовать вино, выпаривать вино с сахаром, но как по мне в Праге лучше всего либо коньяк, либо ром, как у меня есть в одном из рецептов. Ну, вы смотрите сами, если вы по какой-то причине спиртное вообще не хотите использовать, то варится сахарный сироп, как это делается в торте по ГОСТу. Так, все хорошо перемешиваем. Видите, еще сахар не растворился, поэтому я подожду и покажу, как оно будет выпариваться. Смотрите, вот так вот это оно у меня булькает. У меня где-то на цифре 4, можно 5. Вот так я устанавливаю температуру. Оно уже стало немножечко гуще. И пусть оно вот булькает. Сейчас я буду взбивать крем. Обычно вот оно стоит около получаса, пока чуть-чуть не станет гуще. Главное, чтобы оно не совсем уварилось, чтобы вам пропитки хватило на весь торт. Теперь время делать крем. Возьмем сливочное масло, оно должно быть очень мягкое, ночь полежавшее на столе. Обязательно отправляем в чашу миксера. Взбивайте либо ручным миксером, либо вот как я, таким стационарным. Сначала взбиваем хорошо масло. Масло должно насытиться кислородом в течение, не знаю, минуты 3-4 точно. Масло взбилось. Посмотрите, какое оно светлое и воздушное. Теперь по поводу всяких ванилек, эссенций, коньяков и так дальше, что мы добавляем в сам крем. Значит, либо ваниль, либо ванильный сахар. Чуть-чуть можно добавить. Теперь, как еще вариант? Ванильную эссенцию. Я добавляю либо эссенцию, либо экстракт ванили. У меня сегодня здесь ванильный экстракт, поэтому я добавлю чайную ложку экстракта. Еще, как вариант, добавляют эссенцию коньяка или рома. Значит, если я делаю этот рецепт, я добавляю коньячную эссенцию. Если я делаю рецепт, у меня есть там, где на роме, у меня коржи пропитываются ромом, то пару капель тогда рома, здесь коньяка. Но этого можно не делать. Теперь отправляем сюда сгущенку, которая у нас осталась, то есть полстакана. Все хорошо перемешиваем в течение 2 минут. Выключаем миксер,
Вынимаем венчик. Почему? Потому что будем добавлять сейчас сюда какао. Какао будем просеивать, с венчиком неудобно. Сюда отправляем 1 или 2 столовые ложки какао. Я на глазок делаю так и просеиваю. Посмотрите, как красиво. Крем обычно получается очень вкусный. Так, перемешиваем. Отправляем сюда венчик и теперь вместе с какао взбиваем до образования такой однородной массы в течение 2-3 минут. Выключаем миксер, убираем венчик, крем готов. Значит, выглядит он вкусно и он реально вкусный. Значит, по поводу всяких эссенций и так далее, вы можете это не добавлять, это по желанию. Если вы считаете, что это там супер вредно, или вы будете давать это детям, и там у вашего ребенка может быть аллергия на такие вещи, то это уже по желанию. Но как минимум ванильку точно можно добавить. Только не ванильный сахар, а ванилин. Или из ванильного сахара можно в кофемолке перебить, и будет такая ванильно-сахарная пудра. Все, крем готов, отставляем. Сейчас посмотрим, что там моя пропитка. Вот она здесь буквально рядышком у меня кипит. Посмотрите. Вот, видите, уже она такое густенькое стала. Но я сейчас буду варить шоколадную помадку, а пропитку еще подержу на огне минут 10. Еще хочу сказать по поводу пропитки, чем можно заменить. Как вариант, можно взять вишневый сок. Возможно, у вас дома есть вишня консервированная, которую вы дома закрывали в своем соку на зиму. Или купите вишневый компотик и немножечко его подогрейте, добавьте, может быть, немного сахарка и пропитайте, тоже будет вкусно, если вы даете это детям. Но это как вариант. Возьмем небольшую кастрюльку, в нее налейте небольшое количество обычной воды и ставим ее закипать. Сверху ставим другую, такую, знаете, я беру стекло, которое огнеупорное. Ставим его сверху, и дно кастрюльки, вот этой верхней, не должно касаться воды. Сюда отправляем какао. Вода внизу закипела, очень удобно это видеть, когда стеклянная посудинка. Отправляем какао, сахар. Перемешиваем, можно делать деревянной лопаточкой, можно делать венчиком, и отправляем молоко. Значит, количество молока всегда разное, потому что какао разное у всех. Я отправляю сначала так, знаете, немного, приблизительно четверть стакана. Перемешиваю и смотрю, чтобы молоко впиталось в какао. Как это понять, что оно впиталось? Сейчас вы увидите. Обычно какао такое легкое, знаете, вот нужно немножко помешать, чтобы какао, вот видите, получилась кашица. Добавляем еще столько же, по четверти стакана, так, на глаз, это приблизительно 4-5 столовых ложек. Опять перемешиваем, видите, еще много сухого какао, поэтому добавляем еще молока. Смотрите, вот такой комочек у нас получается шоколада, добавляем еще молоко. Значит, тут такой вариант, чем реже у нас получится помадка, тем лучше. Она лучше ляжет на торт, поэтому вот я добавила еще молока, приблизительно грамм 300 молока, миллилитров у меня уходит, это чуть больше стакана на такое количество какао, но у всех может быть по-разному, потому что разное какао. Теперь берем венчик, перемешиваем все венчиков, температуру кипения сделайте такую чуть ниже среднего, чтобы не слишком оно там булькало внизу. Хорошо перемешиваем венчиком. Ну и, собственно, когда я варю помадку, я стараюсь возле нее приблизительно стоять, далеко не отходить. Она у вас не подгорит, если вы это делаете на водяной бане, поэтому вы можете спокойно там помыть посуду или что еще. Но я вот так вот стою, мешаю, чтобы она была у меня такая однородная, глянцевая. Чтобы помадка, кстати, была глянцевая, такой, знаете, небольшой лайфхак. Сейчас вам покажу. Уже практически в самом конце готовки я отправляю небольшой кусочек сливочного масла, приблизительно столовую ложку, можно меньше. Но когда закладываешь сливочное масло, такая глянцевая, прозрачная, легкая текстура получается. Очень красиво на торте смотрится. Значит, смотрите, все хорошо перемешала. Посмотрите, какао немножечко уварилось, видите, оно так стекает каплями. Это значит, во-первых, что оно не готово, во-вторых, что оно густовато. Поэтому добавляем молока. Значит, что делать, если вдруг молоко у вас закончилось, и у вас нет такого большого количества молока, есть всего стакан. Такое тоже бывает, поэтому просто этот стакан молока разбавьте водой и делайте на воде. Можно ли вообще только на воде варить какао? Можно. Оно будет не такое вкусное, но можно.
Конечно, можно на сухом молоке развести соевое сухое молоко и готовить. Когда-то, когда совсем не было денег, я помню, мама тоже разводила и готовила нам какао на воде. Были такие времена, да, я думаю, что у каждого такое было. Поэтому у нас можно все, знаете, у нас такой народ, все мы, знаете, вот они-то все такие предприимчивые. Из ничего можно сделать что-то. Как, знаете, каша из топора. Так, вот посмотрите, какая текстура. Вот, оно уже более жидкое. Я даже бы немножечко еще молока добавила. Практически пол-литра ушло в этот раз. Я взяла много какао. Так, все, что вот у меня тут больше ушло, я, конечно, напишу, сколько было грамм какао и сколько молока ушло. Так, вот посмотрите, какая гладкая текстура получилась. Это значит, что какао сварено. Теперь сюда можно отправлять сливочное масло. Выключаем полностью. И мешаем до растворения маслом, чтобы ввести масло хорошо в какао. Вот так. Значит, масло я беру с холодильника, оно не лежало ночью на столе, просто вот с масленицы. Поэтому мешаем. Посмотрите, какой след оставляет сливочное масло. Видите, вот так вот тянется. Видите? Очень глянцевый такой оттенок. Хорошо, не буду долго базикать, будет так долго сегодня, много базикаю. Все перемешиваем, и помадка готова. Торт приготовился. Берем зубочистку или вот такую деревянную шпажку, прокалываем. Она сухая, значит, он готов. Берем столовый нож продеваем по краям, чтобы торт у нас вышел. Теперь, как сделать, чтобы торт был ровный, даже если у вас, как и у меня, поднялась вот такая шапка. Переворачиваем его на решетку. Вот так. Так, и аккуратно снимаем дно. Ой, горячее дно. И пергамент. И немного вот так вот опускаем торт вниз, чтобы он выровнялся. Вот так. Оставляем корж до полного остывания. Лучше, конечно, выстоять эти коржи 8-12 часов. Когда корж остыл, вот эту верхушечку, шапочку, которая поднялась, нужно срезать. Теперь корж делим на 3 части. Можно ниткой разрезать, можно ножом, как кому удобно. Берем небольшую подложку под торт и самый первый корж вот так вот закладываем на подложку. Берем сироп, который мы сварили, коньячный, и пропитываем. Видите, какой он густой. Пропитываем полностью все 3 коржа. Теперь закладываем крем и распределяем его. До краев чуть-чуть его не доводите, потому что когда будем собирать весь торт, мы немного его придавим, и крем как раз выровняется по бокам. Пропитываем 3-й корж и будем пропитанным закладывать вниз, но обязательно я всегда пропитываю. Закладываем последний корж, вот так. Берем досточку, немного вот так придавливаем, только слегка, чтобы выровнять, вот так. Оставшийся коньячный сироп, он достаточно густой, поэтому им я промазываю немного вверх. По ГОСТу мы промазываем вареньем, а здесь я промазываю вот этим коньячным сиропом. За счет этого хорошо растекается шоколад по верху и не впитывается в сам корж. Поднимаем торт с подложкой, перекладываем на решетку. Идеально, если у вас есть время, его нужно поставить в холодильник на 2 часа. У меня торт постоял в холодильнике полчаса. Теперь я выливаю глазурь. Глазурь либо нужно опять подогреть, чтобы она была жидкая, потому что она должна свободно стекать. Вот так.
Оставляем торт на решетке, чтобы глазурь до конца вся скапала вниз и застыла. Не перекладываем до тех пор, пока не подстынет. Конечно, так уходит шоколада немного больше, но тем не менее он получается очень красивый. После того, как торт постоял пару часов в холодильнике, можно подавать. Итак, момент истины. Я режу. Ну что ж, в разрезе очень красивая Прага. Сейчас буду дегустировать и скажу, что же у нас получилось. Итак, Прага. Знаете, это состояние, когда ты покупаешь где-то торт, и ты ожидаешь от него какого-то определенного вкуса. Вот это именно тот момент. А не когда ты покупаешь торт, ешь, а оно вообще даже приблизительно не то. Дима, разрешаю тебе съесть сегодня полторта, настолько он вкусный. Коньячная пропитка в коржах. Это так вкусно. Спирта вообще вы не чувствуете. Но вот этот вот сироп коньячный, это очень вкусно. Приготовьте эту Прагу. Если вы такую именно не делали, обязательно приготовьте. Шоколадная помадка немножко с горчинкой. И на фоне сладкого торта, как вариант, можно полить еще, сделать ганаш, полить. Украсить сверху можно, куча вариаций, как украшать. И у меня 3 Праги, и все 3 по-разному украшены. И у меня даже еще есть пару вариантов, просто уже не будешь же снимать еще какой-нибудь вариант Праги, потому что я уже других просто не знаю. Супер. Значит, еще такой момент. У меня в семье любят, когда Прагу до подачи на стол выставляют из холодильника где-то за пару часов. Тогда масляный крем немножечко подтаивает, и она нежная, более нежная. В общем, с началом, так сказать, зимы вас. Прага – это такой для меня зимний торт. Начинаются праздники, мы готовим Прагу. Хорошо, всем приятного аппетита, обязательно попробуйте этот вариант. Под видео есть ссылки на другие мои Праги, переходите, посмотрите, есть живые окна в конце видео, дождитесь, нажмите, кликните, будет легче перейти. Ставьте лайки, кому не понравилось, ну, ставьте тогда лайки, но я думаю, что вы останетесь очень довольны этой Прагой. Спасибо, что сегодня были со мной, спасибо, что подписываетесь на мой канал, пока-пока.